Всем привет! Кто не смог посетить нашу выставку от Pattern, я сейчас расскажу про то, что мы, собственно, здесь представляем. Самое главное, мы показываем то, что мы вообще, в принципе, производим, это вот такие готовые гидравлические модули. У нас на сайте в онлайне доступен специальный конструктор. Этот конструктор позволяет набрать любую гидравлическую схему, и готовый гидравлический модуль вы в итоге получаете прямо со склада через неделю после заказа. Заказать можно по этой зеленой кнопке. В любом случае, в реальном времени всегда доступна текущая стоимость вашего изделия. Также вы можете всегда распечатать готовое предложение и показать вашему клиенту. Собственно, вы получаете собранное, опрессованное и спроведенное электрикой изделие прямо на раме. И, собственно, пример такого изделия показан вот у нас там внизу, обмотанный в пленку. Значит, следующая тема – это наши контроллеры SmartWeb. В этом году мы показываем уже опробованный, тестированный, уже стоящий в людях контроллер SmartWeb X. Это самый большой контроллер из серии SmartWeb. Собственно, давайте сначала вообще про идею SmartWeb. Традиционно мы пользовались контроллерами Chromshotter. Это хороший, достаточно универсальный контроллер, но есть много задач, которые он не умеет автоматизировать. Собственно, из этих задач первое – это управление котлами в аналоговом режиме, когда мы задаем не просто котлу «включись» или «выключись», да, а специальным слаботочным сигналом 0,10 вольт управляем мощностью котла или температурой, которую он должен сам на выходе получить. Если у котла модулированная горелка, тогда вы получаете гораздо более плавное управление. Собственно, вторая причина, почему SmartWeb мы стали производить, это то, что они решают широкий спектр задач, связанных с управлением насосами, позволяющими управлять собой тоже аналоговым сигналом. То есть, например, мы можем говорить насосу работать на 30%, на 50%, на 70%, да, то есть резко управлять мощностью. Сами насосы эти относительно недорогие, да, они дороже, чем стандартные насосы, но при этом дешевле, чем, например, Альфа-2. То есть их применение вполне себе оправдано, вы экономите на энергии 2 раза. Первое, то, что насос энергоэффективный, он основан на принципе ротора с постоянным магнитом. То есть примерно это уже в 2 раза эффективнее. И плюс вы еще имеете возможность уменьшать, если нет необходимости, скорость работы насоса и меньше тратить электроэнергии. Поподробнее потом об этом я еще поговорю. Третья причина, собственно, это покомнатное управление температурой. На смартфонах можно организовать такую схему, когда в каждой комнате вы можете устанавливать ту температуру, какую вам необходимо. При этом вы в каждой комнате можете поставить датчик разный, да, либо стандартный датчик, простой, без управления, без всего, либо, например, вы можете поставить целый контроллер, который может управлять поступлением тепла в эту комнату. И в итоге каждая комната может отапливаться не только радиаторами, например, но и теплыми полами, и причем одновременно. Будет давать обратную связь контроллеру, управляющему смесительным контуром теплых полов и смесительных контуров радиаторов. Все это так, чтобы управлять этим делом совместно, чтобы не перегреть комнату, и при этом в приоритете, например, вы можете указать теплые полы. Да, радиаторы будут включаться только при необходимости, при смене режимов или при недогреве теплых полов. Собственно, это основные причины, почему мы используем SmartWeb все больше и больше. Также я бы хотел показать вам новые вещи. В этом году мы представляем прототип нового комнатного устройства, называется Rubix. Предназначен для установки в комнаты вместо SmartWeb S мы раньше ставили. В данном случае вы имеете тачскрин и сенсорную панель с графическим экраном. То есть вы можете переключать режимы прямо из комнаты и при этом можете менять температуру требуемую, которая вам нужна.
Вот. И имеется и датчик температуры, и датчик влажности внутри. Соединяется по коншине. Пока в будущем планируется точно такая же модель, но с беспроводным каналом Z-Wave. Вот. То есть уже можно ставить такую штуку, будет этим летом в комнатах. Вот. Ну, надеемся, что все удастся. Да, это пока прототип, серийное изделие мы еще не получили. Вот. Ну, из новинок, наверное, еще стоит показать новый интерфейс для мониторинга, для даталогера. То есть даталогер — специальное устройство за 150 евро, которое может значит, вам позволить управлять вашей системой через интернет или через локальную сеть. Вот. При этом для каждой комнаты вы видите вот такой же интерфейс, собственно. И тот же самый доступен на любом устройстве с Android, с iOS, вообще любой имеющий браузер будет поддерживать данный интерфейс. Вот. Собственно, изменение температуры тоже оно отсюда может быть произведено. То есть никаких проблем. Вот. Ну, кроме покомнатного управления, здесь также доступна схема с общей системой отопления. Вот. Ну, собственно, что касается мониторинга. Давайте теперь расскажу поподробнее про наши предложения, касающиеся работы с насосами модулированными. Вот. Дело в том, что мы проанализировали все последние самые тренды в отоплении, поняли, что есть возможность отказаться от использования бойлеров ГВС накопительных в пользу теплообменников и емкости, которая называется теплоаккумулятор. Вот. Почему? Значит, теплоаккумуляторы сами по себе, они стали дешевле. И они производятся в том числе у нас. Мы, например, сотрудничаем с белорусской фирмой, которая под нас производит это. Вот. Второй компонент горячей воды — это теплообменники. Теплообменники стали тоже весьма недорогими, вот, и на большую мощность. То есть, например, данный теплообменник 90 киловатт, который вы не получите, например, с использованием обычного бойлера. То есть это более мощный теплообменник. Вот. И третий компонент — это аналоговые насосы. То есть в старой схеме для поддержания постоянной температуры горячей воды на выходе из теплообменника вам нужно было использовать всегда трехходовый кран с сервоприводом. Вот. Если вы умеете управлять насосами аналоговыми, тогда вам не нужен ни трехходовый кран, ни сервопривод, а нужен только контроллер, который будет управлять таким насосом. Вот. И получается, достаточно точно можно поддерживать эту температуру. В итоге у вас большего объема накопленная энергия за счет того, что теплоаккумуляторы они дешевле, чем бойлеры. Вы можете поставить не 200 литров, а там 500 литров, а может быть и тонну. Вот. И иметь большой запас по энергии, по мощности горячей воды, причем большего количества в проточном режиме. Но это все за те же деньги. Но зачем это все вам нужно? Первое — это санитария, то есть никакой бактерии, ничего здесь не размножается, потому что вся горячая вода, она остается в рамках теплообменника. Да? То есть вы готовите воду в проточном режиме, она не застаивается, в ней не размножается легионелла. Вот. И второе, тоже очень важное условие. Дело в том, что в проточном режиме вам не нужно использовать расширительный бак. А расширительный бак — это одна из самых уязвимых мест, которые чаще всего ломаются в отопительной системе. Вот. То есть в итоге за те же деньги вы получаете лучшее решение. Бойлера у вас нету, все тот же объем занимает накопительная емкость. Вот. Кроме того, вам накопительная емкость понадобится в любом из случаев, если вы используете, например, солнечные коллектора, либо используете твердотопливные котлы, либо тепловые насосы. Если что-нибудь из этого у вас будет присутствовать, в любом случае вам понадобится накопительный теплоаккумулятор. Вот. Работает он на месте гидрострела. То есть к нему подключается любая генераторная система, да, и традиционный газовый котел можно подключить, и одновременно со всеми другими источниками тепла, которые у вас есть.
В итоге вы отказываетесь от использования накопительной емкости для бойлера. Вот. Из идей еще, которые мы дальше начинаем развивать на этой основе, это вы можете всю свою котельную смонтировать вместо рамы, используя ваш теплоаккумулятор. Да, то есть, вот, например, здесь мы смонтировали и смесительные узлы, значит, и прямые группы, и станцию приготовления горячей воды вместе с контроллерами. Все это смонтировали прямо на емкости накопителя. Вот. И таким образом уменьшили пространство, которое занимает ваша система отопления в котельной. Вот. Очень удобно. Собственно, ну давайте последнее, что еще хотел бы затронуть. Пожалуй, мы на этой выставке представляем мониторинг контроллер Chrome Shader, используя тот же самый даталогер, который я вам уже показывал. Всего за 150 евро, получается, у вас есть возможность замониторить систему отопления на базе Chrome Shader. Она считывает показания с Chrome Shader и может отображать их как на собственном встроенном веб-сервере, так и отсылать эти данные на наш облачный сервис, где у вас будет личный кабинет. Собственно, так же, как работает сейчас система TME8. Вот. Есть, конечно, у данной системы и минусы. Первое – это чуть более сложная настройка, да, потому что в случае с TME8 вам просто надо воткнуть сим-карту, да, и все остальное делает уже сам прибор. Здесь вы втыкаете его в локальную сеть, соответственно, у вас должен быть уже интернет, роутер. Вы должны знать, как настраивать оборудование для работы, значит, через этот роутер, чтобы оно выходило в интернет. Вы будете настраивать этот роутер. Вот. Значит, второе, это у этого даталогера нету никаких входов для аварий внешних, соответственно, подключить, например, реле давления или еще что-нибудь такое для мониторинга вы не сможете. Вы не будете получать смс. По объективной причине там нет слота для сим-карты. Вот. Ни управления, ни информирования по смс вы не получите. Максимум, что вы можете получить, это письмо на почту. Вот. Но опять же, никаких сухих контактов здесь нету. Письмо на почту вы получите только в случае падения температуры, например. Вот. Также здесь нету батарейки встроенной, и о пропаже 220 вольт вы тоже не узнаете, в принципе, ни по e-mail, никак. Вот. Ну, это и не имеет смысла в данном случае, потому что если у него нету собственного приема-передатчика, да, энергонезависимого, то есть он через локальную сеть работает. При падении напряжения, когда у вас нет питания на объекте, у вас интернета тоже не будет. Естественно, вы ничего в этом не узнаете. Собственно, да. А так можно его использовать для настройки, для удаленного мониторинга. Для всего остального его можно использовать, в том числе и на Chrome Shader. Вот. Ну, пожалуй, наверное, все, что я хотел сказать нового на этой выставке. Есть и такие вещи, как здесь мы показываем, что можно сделать с гидрострелкой, если она большого объема. Тоже можно поставить такую большую гидрострелку. Это что-то среднее между накопительным теплоаккумулятором и гидрострелкой. Вот. Ну, пожалуй, все. Вот. Спасибо за внимание. Всем пока.